Приветствую тебя на канале и рад, что ты подключился. Сегодня 15 сентября и в игре Стальной Алхимик Mobile, японская версия, вышло обновление, которое мы и будем сегодня разбирать. Но, прежде чем я начну, прошу поставить лайк и подписаться на канал. Для вас это мелочь, а мне это поможет и дальше развиваться. Что ж, давайте начнем. Первое, что занятно в этом обновлении, так это то, что игру скачало уже около 200 миллионов пользователей, как сообщают нам разработчики, и в честь этого они решили устроить нам небольшой движ. Немного непонятно, в своих планах они подразумевали подобную акцию или уже менее готовую просто подстроили под события. Просто тогда не будет еще какого-то контента сверх того, что озвучили разработчики в своих планах. Но я думаю, немного отвлекся. Давайте вернемся все же к контенту, посвященному 200 миллионов закачек. Первое, что нас встречает после обновления и захода в игру, это новый 7-дневный календарик. Заходя каждый день, за неделю вы наберете 10 жетонов призыва. Мелочь, но приятная. Второе, что добавили в игру, это временные памятные миссии, за выполнение которых вы будете получать немного материалов и других плюшек. В основном они перекликаются с вашими ежедневками, так что так или иначе, хоть немного, но вы будете выполнять и их. Стоит отметить, что данные миссии и календарь для новых игроков не будет доступен, пока они не апнут 7 уровень аккаунта и не пройдут вторую главу полностью. Вместе с первыми миссиями разработчики решили немного порадовать и себя, так что сделали специальные миссии для донат-сегмента игры. Если кратко, то чем больше вы задонатите во время этого события, тем больше очков получите, а соответственно и наград, закрывая миссии. Лично я не доначу в игру, а соответственно пролетаю именно с этими миссиями. Но как утешительный приз в магазине для фри-то-плей игроков также есть подарочек, и даже два. Один раз за событие вы можете бесплатно забрать на свою учетную запись эти два сундучка. Один содержит немного книжек, другой же один жетон призыва и пирог. Так что тоже не забудьте их забрать. На главном экране вы также можете найти еще одну занимательную новую вкладку, приуроченную к новому событию. Здесь вы можете бесплатно раз в день в течение события забирать по 60 энергии, а также получите еще некоторые предметы, если конечно же задонатите. И раз я коснулся темы энергии, то стоит отметить, что разработчики временно увеличили получаемое количество энергии, которое дается раз в день. Обычно вы пополняли лишь 30 единиц, в то время как сейчас за раз вы получите 150. Ну и вроде бы на этом заканчиваются новости, связанные с этой кампанией празднования. Далее перейдем к вроде бы штатным и обещанным обновлениям. Первое, что отмечу, это добавление нового баннера с еще одним гомункулом, гордость или прайд имя ему. Как по мне, они поспешили с вводом новой гачи. Хотя, если посмотреть со стороны тех, кто играет дольше меня, а таких я думаю очень много, и наверняка они уже ранее получили похоть, то да, для них баннер повтора с похотью был просто скипом или промежуточным. И тогда вроде бы все логично сходится. Сам баннер продлится с 15 сентября по 29. Ну и давайте я вставлю его небольшой ролик, чтобы те, кто не знаком с этим персонажем, могли его увидеть хотя бы в первый раз. Из мелочей, то разработчики ввели в игру систему своеобразных титулов или статуса. Его вы можете увидеть в разделе друзей, или же просто зайдя в информацию о своем аккаунте. В принципе мелочь, так что давайте не будем заострять на этом внимание. Это обновление не обошлось и без сюжетных дополнений. В игру добавлена 13 глава основного сюжета, а также 11 эпизод побочный. Но пока что только обычная сложность, чего не скажешь про 8 эпизод. На него подъехала элитная сложность, поэтому любители сюжета и не любящие стоять на месте, наслаждайтесь. Вместе с новыми главами истории повысился также предел уровня наших героев, теперь он составляет 120 уровень. В Твиттере появился опрос от разработчиков, за прохождение которого вам дадут 500 кристаллов на одну учетную запись. Правда, пока не знаю, когда именно они придут к вам на аккаунт. Найти вы можете просто перейдя во вкладку ивентов и через нее зайдя в новости. Там просто тыкаете по ссылке и проходите его. Однако, сперва скопируйте свой идентификатор, потому что он потребуется. В этом обновлении планировалось добавить функцию выбора поля боя, однако у разработчиков что-то пошло не так. И пока что не получается выбрать никакую локацию, кроме тренировочного поля. Но они обещают поправить все это к 16 сентября и просят нас немножко подождать. Ну и к слову, в игре появился новый сервер, 7. Я помимо того, что буду играть на 6, планирую потихоньку начинать осваивать и его. Так что если кто-то захочет добавить меня в друзья на 6 или 7 сервере, то в описании будет мой ник. И даже если будет заполнено количество друзей, то возможно смогу освободить для вас место. Что ж, я вроде бы все рассказал, что касалось этого обновления. Если что-то упустил, то можете поправить меня в комментариях. Также было бы интересно узнать, что вы думаете по поводу всего этого обновления. Если спросите, буду ли я призывать гордость или нет, то скорее да, чем нет. А так я больше хочу получить похоть. На этом я заканчиваю данное видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.